Друзья, мы в прямом эфире. Здравствуйте. Очень рад, что мы собрались с вами пообщаться. И Юля нам помогает. Приветствую всех. Да. Что у нас с вопросами? Кстати, с вопросами вы пишите пока вопросы, а я вам расскажу про картину, к которой я сегодня еще раз приложился. Вот что называется, висят они у меня на стенах не для того, чтобы ловить кайф, какой я крутой. Нет, я вешаю те работы, которые, по моим ощущениям, вот еще не звучат. И вот она висит. И потом в какой-то момент я снимаю, и вот сегодня за полчаса я понял, что она завершена, наконец-то. Хотя я уже ее выкладывал, и более того, я ее показывал на Арт-Раша на выставке, но вот не звучало. И это нормально, мне кажется, для каждого из нас. У каждой картины свой путь и свое время настояться, вот как у коньяка, да, вот, чтобы он был 5 звездочек, значит, надо его 5 лет, наверное, настаивать, а может и больше. Так, называется эта работа «Страсть», и я прочту, небольшое эссе на эту тему. Я сочиняю какие-то строки короткие на какие-то значимые для себя работы. Значит, небольшой текст. Называется «Страсть». Вихрь танца, взмахи страстей. Союз двух сердец в объятиях то нежных и тонких, то стремительных, грозных. Он ведет, она поддается, и, уловив сладостную паузу, тает рассудок, исчезают преграды. Взглянуть на нее — дверь в мир чудес, где страсть витает в замысловатом танце. Безграничность эмоций, буря чувств. Что возникает между ними в их совместном дыхании? Нежные, буйные, влекущие встречи. Страсть влечет и освобождает, разрушает невидимые границы, создавая новый порядок. Сладость мгновения, застывшая на полотне. Взаимодействие душ, касание сердец, глубинное откровение и пламя жизни. Давайте танцевать, чтобы купаться в этом бесконечном наслаждении страстью. Вот такой текст. Мне давно хотелось написать работу, посвященную перетеканию мужской энергии в женскую и наоборот, и показать, в данном случае через танец, что мужчина и женщина, единственные существа на нашей планете, которые созданы для того, чтобы постичь непостижимое. И они могут помогать друг другу в этом. Вот такая сверхзадача. Вроде бы простой сюжет, но мне представляется, за этим есть нечто большее, чем просто танец. Юлечка, что у нас там по вопросам? Да, Алиш спрашивает. Здравствуйте, Слава, поделитесь секретом письма в морозную погоду на пленэре. Пишу уже 5 лет, я самоучка, но с морозом так и не могу бороться. Краски мерзнут, при минус 20 уже писать невозможно. Минус 20 это, конечно, круто. Я не писал минус 20, минус 15, может быть, 10. Такой экстрим, да? Мерзнут, конечно, превращаются в кирпич. Да нет, пожалуй, никаких особенных рекомендаций, кроме того, чтобы работать с мастихином. Потому что жесткие кисти, какие бы они жесткие ни были, в принципе, я кистями работаю. Но, опять же, при минус 20, наверное, это невозможно. Мастихин, пожалуй. Палец. Что еще? Не знаю. Поделитесь, друзья, какие у вас. Кто-то при минус 50 же пишет. А что делать? Я просто не работал в таких экстремальных условиях. Давайте мастихин. Мастихин, кстати, это хорошая штука, потому что чистый цвет. Ведь у всех
это известно, болезнь грязных кисточек. Когда что-то не получается, мойте кисть. Или несколькими кистями работаете. Чтобы ну, вот чистый цвет хочется взять, а у тебя там грязное что-то. Даже ты поболтал в растворителе, этого бывает недостаточно. А мастихин решает эту задачу. Ну, и разные мастихины используйте, разные величины. И тогда, но опять же, вспомните Фешина. Ученики рассказывают, как он вылепил рот одним мастихином, вообще без кисточек. Так, что он был такой живой, такой, ну, как это, ну, красивый очень такой, форма лепится. Если есть понимание внутри формы, мы же форму пишем с вами, то нет разницы, чем работать. Я за мастихин. Причем вы же можете, хорошо, один мазок, другой, да, но списывать пальцем в конце концов. Или той же кисточку где-то коснуться, чтобы, ну, не было так жестко. Давайте дальше. Анна пишет, что ей нравится ваше творчество, 3-й год смотрит видео и ценит их краткость по времени. Покажите на примере, что значит картина разваливается. Не собрано. Все нужно... Вот почему я все время говорю мыслить по пятну. Ну, тело, например, да? Где бы оно ни было, оно, ну, я имею в виду, вот, оно не перекликается там с небом, да? То есть вы держите пятно, магия пятна в чем? В том, что тонально вы держите это по отношению, я не знаю, ну, к воде, к небу, к каким-то еще пятнам другим. И уходя в свет настолько, чтобы не проваливалось, не вываливалось. Да, есть, конечно, светлые части, ну, там, рефлексы, но это уже просто рефлексы по свету, удары, да, они не мешают восприятию целого пятна. То есть вы на нюансе работаете, вот прям нюанс, от этого к этому, на чуть-чуть. Если вы пойдете, ну, дальше, что ли, во всякие темноты, может быть, вы видите в модели, в натуре, там, тень здесь сильную, да, но следите за тем, чтобы... Вот почему икона так сильно славится? Потому что там по пятну все собрано, там нюансы по свету и тени очень маленькие, узкие, в узком диапазоне, мышление по пятну. Ну вот, и разваливается, да. Если вы перестаете сравнивать по большим массам, я не устаю об этом говорить, что по большим массам. Большим – это большой кусок. Или там вот большой кусок по отношению к небу. То забывайте в какой-то момент сравнивать, и тогда вот происходит разваливание картины, что-то вываливается, что-то выпрыгивает, скула какая-нибудь вылетает. Ну, в общем, нужно это собирать. Можно отставлять работу на какое-то время, либо широкой кисти потом обобщать, опять сводить к целостному. Но иконопись в этом смысле нам хороший, ну, подарок жизни, чтобы брать вот эти приемы на вооружение. На Западе, в Америке они не знают, что это такое. Ну, для них это чудо такое. Но вот этот прием можно использовать. Что еще, Юлечка? Да, Браш Поэтрит спрашивает. Здравствуйте всем, уважаемый Слава. Здравствуйте. А какие книги вам нравятся и какие книги расширили ваш взгляд на мир в целом? Я не хотел бы называть имена, потому что ну, в этом нет никакого, я считаю, смысла. Но все те книги, написанные людьми, ну, которые говорят о любви не просто как о предмете размышления, каких-то страстей, переживаний, а говорят или пишут о любви сознанием дела, что ли. То есть познавшие. Ну, не хочется опять говорить это, буду в кавычках, закавычивать. Познавшие, что такое красота жизни, красота вне отношений, например. Отношения потом. А вот такие люди, такие существа, они на Земле всегда появлялись и появляются. Ну, наверное, у каждого свои какие-то в этом смысле
приоритеты, откровения. М, Для кого-то это, я не знаю, может быть Йогананда, для кого-то Лахири Махасая, для кого-то Оша, ну, не знаю. Но все те люди, которые заявляют о том, что я сказал, нужно их читать, ну, с пристрастием исследователя, с тем, чтобы не попасть в ловушки. Они всегда расставлены на пути, и даже громкие имена, и громкие книги, имена, в смысле, тех, которые написали великие большие книги, могут завести, ну, неопытного искателя в такие вот, в красоты. Ну, знаете, такая история, что ли, притча, когда человек идет там по дороге, ну, куда-то там, к вершине, да, и вдруг увидел цветы у дороги, он так залюбовался ими и остался. И забыл про этот, что он шел куда-то вообще к вершине. Ему так здесь понравилось. Тут он построил домик и так далее, завел корову, женился и все такое. И забыл, что он вообще-то шел-то в каком-то другом направлении. Это ничего не значит, что я уже далеко зашел слишком, что не нужно жениться. Это неправильно. Ну, суфи, опять же, почитайте суфиев. И суфи на базарной площади может заниматься тем же, чем и отшельник в какой-нибудь там пещере. Но, как мудрецы говорят, что сколько бы ни там медитировал этот отшельник, часов, дней, лет, десятилетий, когда-то ему придется вернуться назад. И вот там начнется самое интересное. Поэтому на этот счет очень интересный фильм, я его очень люблю, не помню имя режиссера, называется «Самасара», через «М». Художественный фильм. Есть с этим названием фильм, который не так давно создан, не этот. Тот, который вот давно, в каких-то 90-х годах. Если, ну, это про путь монаха, которого вытащили из пещеры его сподвижники после 3 лет медитации. Вот что с ним потом было в миру. Ну, давайте дальше. Да, Николай говорит... То есть, извините, я перебью, что нужные книги приходят сами в нужное время. Поэтому я не хочу называть какие-то имена и рекомендации. У каждого свой путь и свои книги, и свои интересы. Да. Николай Гаворин Привет, Николай. говорит: Вячеслав, вас приветствует тулунчанин Николай. Хочу прилюдно выразить вам огромную признательность Спасибо, за ваши Николай. труды по приобщению к вершинам живописи, всех болящих любовью к творчеству. И у него Ура. такой вопрос. Да. Мой учитель призывал в мотиве видеть образ. К примеру, березки в весенней луже виделись ему девушками в черных сапожках. Тогда живопись получается легко и вдохновенно, заражая этим огнем и зрителя. А как у вас с этим? Нет, я против того, чтобы в березках видеть девушек. Нет, я против даже намека на это. Это может выглядеть часто смешным, если мы... Ну, это же разве недостаточно красоты березки с ее листвой, со светом, который на нее падает, который там, я не знаю, на траве там, или на снегу? Разве этого недостаточно? Почему нужно в одно вкладывать, ну, в один мир березы, я не знаю, или растений, вкладывать обязательно какую-то символику, чтобы так вот замудренную, чтобы человек еще подумал о чем-то? Это выглядит смешно. Но если человек это упустил, на мой взгляд. Бывает так, что вот на мастер-классах, ну не бывает, а так есть, обсуждаем работы. И это под общий хохот, потому что бывало так, что кто-то упускает вот эту двойственность, и, я не знаю, скалы какие-то, или дома, или деревья, а тут, я помню этот случай в Черногории, кто-то там. И я пошутил, потому что я вижу, извините, каску фашистскую, значит, и солдата. А вот человек писал какие-то там, я не знаю, скалы и все такое. Я говорю, ну вот там с глазами вот этот человек в каске.
Ну, все сразу же увидели. Конечно, это упущение художника, что он такое, ну, как бы не заметил. Опять же, я помню, Бато, как, ну, я уже рассказывал, как Бато выложил, значит, куда-то в соцсети свой, даже не знаю, я даже не знаю, что там было, свой штор, свою работу. Я смотрю, я вижу в ней, значит, крокодила и кошку. Вот. И я чуть-чуть буквально тронул, там, ну, прям на фотошопе, чтобы были более ярко выражены зубы у крокодила, там это кот. И написал ему в личку, я не стал, хотя уже это сейчас становится публичным, но мы посмеялись. Значит, я написал ему, что название работы написал. Крокодил, там, пожирающий кота. Там пасть крокодила и кот внизу. То есть, конечно, наверняка это был какой-то абстрактный пейзаж. Но я не разглядел в нем ничего, кроме крокодила, пасти и кота. Так что будьте, на мой взгляд, осторожны со всякими вторыми, третьими образами в ваших работах. С пристрастием смотреть, чтобы ничего вдруг там не проявилось какого-нибудь там пасти крокодилей. Ну что там, Юлечка? Да. Я, может быть, далеко зашел, но просто, может, это все-таки помочь кому-то. Да, Brush Poetry еще спрашивают. Мне кажется, или ваши подписи с Бато похожи? Вы создали их что? вместе? Нет, я давно писал. Я, правда, сначала писал букву К и О, еще Р, Кор, Короленко, в первые 3 буквы. Ну, как вместе можно создать? У него буква Б, у меня буква К. Кто-то делает еще там какие-то одну букву. Ну и что? Ну, К и К, Б и Б. Нет, ничего не вместе. Мы порознь. Но где-то в одно время. Я действительно подглядел, мне понравилось. Ну, какая красивая идея. Потому что он пишет вообще вот такие вот... Ну, представляете, спичечный коробок, вот такая работка, да? Как в ней подпись поставить, если она у тебя, я не знаю, из 5 букв? Ну, это очень сложно. Маленькое не процарапывать, что ли? Не всегда возможно. А он придумал, конечно, бум, черточку, и там точку, бум, Б. Поскольку я тоже маленькие работы пишу, я столкнулся с той же проблемой, как мне это подпись как-то там разместить. И мне понравилось, эта буква К у меня вышла легко, и все, пошло. Придумайте себе что-нибудь. Любую букву, 2-3. Фанточи Да. Мазини передает Да, снежный привет из Юрмалы. Из Юрмалы. Это прекрасное место. Я скучаю по Юрмале. У меня там несколько работ у Леши, вот в этом, который продает эти самые high-end такую аппаратуру, наверняка знаете его, он единственный в Риге. Так, и несколько там работ очень интересных. Так, ну ладно, не важно. Да. Юрий спрашивает, когда в Питер собираетесь? Ну, я вот написал уже ответ на этот вопрос, что зимой собираюсь, потому что выставка фэшна до марта, по-моему, и мне нужно успеть на нее. Там еще, сказал Бато, выставка Сурикова мощная, с какими-то редкими работами, эскизами, конечно, нужно сходить. Так что, ну, может быть, даже на каникулах, вот на этих, которые предстоят. А может быть, попозже. Потом, правда, у меня будет в феврале, в конце января, так, в конце января у меня будет класс на Академичке, присоединяйтесь, приезжайте. И потом сразу же после приезда будет выставка в Нижнем Новгороде, большая ярмарка. Я туда собираюсь поехать и показать новые работы, повезу и эту, надеюсь. Ну вот, в промежутке, значит, в январе, скорее всего, я поеду. Если хотите как-то, чтобы мы там встретились, бандой походили, посмотрели фэшн, я могу написать, и что ж, встретимся, и пообщаемся, попьем чаю. Я ни разу не был в академической столовой. Ну, где-нибудь найдем возможность. Да, кстати, меня просили еще класс провести, значит, в Питере, и поэтому вот как бы хорошо объединить. Но это не так важно, можно на класс отдельно приехать, потому что Лена Ушакова, она там живет, и есть у нее мастерская, в которой можно и модель пригласить, и прекрасный вид на Неву с закатом. Она предлагает у нее собраться и пописать. И прям
через окно большая мастерская, и модель, либо там натюрморт поставить. И она предлагает, она говорит, я приеду в середине февраля. Ну вот, мы еще с ней решим, может быть, совместим это, да. Да, Brush Poetry еще спрашивает. Можно у вас спросить, когда вы пишете, замечаете ли вы ваши слабые стороны и как их улучшаете? Конечно, замечаю, естественно, но не сразу. Потому что если бы сразу замечал, так она бы не висела здесь там целый год. Через какое-то время. Это же новое произведение, оно же создается. И часто так, что ты переписываешь, то небо хочешь светлым сделать, да, там, ну, короче, меняешь прям все мощно и масштабно. Поскольку ты пробуешь, то в пробе ты выбираешь наиболее яркий, выразительный вариант, который тебя зажигает и который не похож на предыдущие твои какие-то исполнения, ну, чтобы не было похожести в работах. Говорил уже 100 раз, повторюсь, не будет лишним. Фешин говорил, что каждую новую работу пишите так, чтобы она была не похожа на то, что вы до этого сделали, на предыдущие. Вы представляете? То есть, если это в мозгах сидит, а картинки развешаны, или ты просто их знаешь, свои работы, ты будешь писать так, чтобы это было, чтобы не было там одного и того же замеса краски, одного и того же решения композиционного, интенсивности цвета, где-то легкий цвет, где-то мощный, где-то контрастный, где-то нет. Композиционные решения разные. Но это как музыка. Ты садишься играть, ты никогда не исполнишь так же, если ты даже это написал произведение, ты всегда исполнишь это по-другому, и, ну, музыканты знают. И поэтому так ценны живые концерты, исполнения, там, или если кто-то любит джаз, они никогда не сыграют так же, поэтому собираются, чтобы поиграть. Просто берут и играют сразу, без каких-то репетиций. Ну, что там еще, Юлечка? Да, еще такой вопрос. Вы когда-то сказали, что любите мантры и побывали в Индии. Ну да, Какие не раз. Какие у вас были изменения в жизни после изучения этой культуры? Самое главное изменение, то, что когда мы с Юлей были не раз, и были в Гималаях, и были на вершинах, и в Кедарнате, и в Ришикеш, ну вот север Индии, Утар-Прадеш, штат в основном. Самое главное открытие, когда ты через какое-то время приезжаешь и понимаешь, что ехать никуда не нужно, что истина распылена равномерно по всему пространству Вселенной, и везде нет места, где любви больше, а где-то ее меньше. Ну вот это, пожалуй, самое важное открытие. На самом деле у меня есть и некоторые фильмы, которые мы там с Юлей снимали, и, значит, они у нас на сайте, который мы реанимируем, и надеюсь, что мы запустим его скоро. Но какие-то фрагменты я наковырял и готов, в принципе, вам на своем канале, ну, как-то фрагментарно просто показывать какие-то фрагменты из вот тех фильмов, которые я делал, в том числе и в Индии. Но это были не праздные поездки. В каждой поездке это была, ну, это был поиск покоя. Не так просто его найти, как в метущемся уме, когда все есть, страсти бушуют, я не знаю, человеческие, да, привязанности, ну, каждый знает, о чем я говорю. Ну, как-нибудь еще об этом поговорим более подробно. Ну, лучше я покажу что-нибудь, вот, кстати, в ближайшее время, давайте, раз вы уж об этом заговорили, я покажу какой-то фрагмент. И будет предметный тогда разговор в деле, да. И на самом деле у меня много какого-то материала, который я... Ну, есть и работы. Вот, кстати, вот она передо мной, уже не буду бегать к вам, она большая, носить, но вы можете, чтобы вам показать, можете посмотреть работу «Невесомость», вот, которая тоже как-то на поездки в Индию повлияли на то, чтобы она создала. И у меня есть идеи написать образы садху,
с которыми мы как-то общались каким-то способом, тем или иным. Ну, есть идеи. И, кстати, «Водопад», работа, которая большая, вроде бы она такая для некоторых, по комментариям судя, показавшаяся какой-то сексуальной, когда девушка там такая открытая. Давайте я в следующий раз о ней поговорю и просто сюда ее поставлю и тоже расскажу. Вот в ней тоже есть некая подоплека, некая мысль, которая глубже, чем просто девушка лежит и все там перед вами там вся такая распахнутая и такая открытая. И кажется, что в этом... Ну, те, кто кроме секса ничего не видит, то они то и видят. Да. А мне хотелось написать нечто другое. Раз уж я пообещал, значит, в следующий раз поставлю ее на мольберт и поговорим о ней. Да, Юлечка? Да. Друзья, хотела сказать, что сейчас смотрит 82, 25 минут в эфире, 8 лайков. Если, значит, пока они не увеличиваются, лайки, если есть возможность, поставьте. Давайте уже сейчас, пока вы не поставите, что, тогда надо заканчивать и все. Лурий Каплан или Лурия, вот я пока... Это Юрий. Юрий? Он из Америки. А, да. Лурий, ну просто... Ну так, да. Хорошо. Юрий, вы там как-то первую букву у вас не очень ярко написано. Да. Л, она видится как будто Да, бы... да, Л. Вячеслав, поделитесь, пожалуйста, как вы решаете проблему, если краска содержит большое количество льняного масла? Так, в Америке. Это что ж сейчас? Напишите, Юрий, у вас сколько? Если вы, значит, где-то в Сиэтле, там повыше, это значит, у вас часа 4 утра, что ли? Напишите. Да, еще раз. По поводу льняного масла. Как решаете проблему, если она содержит краска много масла? Да, вы писали мне, я еще не успел ответить. Ну, это же Фешин решал проблему. Видимо, раньше сыпали много льняного масла в пигмент, чтобы она, наверное, больше долго сохранялась. Да, сейчас-то нормальные все-таки замесы делают. Неужели там у вас в Штатах попадаются такие тюбики, где много масла? Я помню, что, ну, чем я там писал? Ван Гог я брал. Что там еще было? Какие-то такие густотертые такие довольно-таки замесы. Напишите, каким брендом вы пишете. Что-то еще, я сейчас не вспомню, какие. Ну, все довольно-таки профессионально, дорогие все это. Ну ладно, не об этом речь. Берете, да, обычную картонку берете, бумагу, и выдавливаете из тюбика на нее. Сразу же жир расплывается, все это масло, потом берете мастихин, бах, и на палитру. Никаких проблем. Ну, это фешенская разработка. Он всегда выдавливал сначала на картонку. Кстати, ноу-хау. Это Анна Майер мне написала. Привет, Анна, если ты здесь. Значит, что она придумала? Вот палитра, вот на ней я сейчас работал. Даже вот это можно не счищать. Значит, это палитра, а это я купил на Валберисе корыто с водой. И что? Я беру эту палитру и бултых в нее, туда бульк. Вы знаете, я поработал так уже, недели 2. Работает. То есть масло, доступа к воздуху, доступ ограничен. Достаешь, слил воду, поставил на батарею и работаешь, как будто бы она вообще не сохнет, и все в порядке. Но это к месту о льняном масле. Давайте дальше. Да, Юрий написал, что у него 9 утра. 9 утра, как же так? 9 утра. Вот надо же вперед. Ну да, все понятно. Да, одновременно назад. вопрос у Brush Poetry. А когда будет мастер-класс в Штатах? Ну, да. Сейчас я паспорт переделал свой. Значит, буду делать визу новую визу, опять в Европу. В Калифорнии меня ждут. А в Калифорнию приедете, Юрий? Нет, Потому это Юрий, это другой человек. Brush Poetry. Откуда? Brush Откуда? Poetry, не знаю. По крайней мере, у меня группа такая мощная в Канзас-Сити. Это такая ближе к Нью-Йорку. Все. Канзас-Сити и другая сторона Калифорния. Вот в эти 2 штата я бы съездил. Если вам это подходит, то
В это лето, боюсь, что не получится. Давайте попробуем. А может и получится, не знаю. Но в это лето у меня Прованс в этой самой, в конце июня, лаванда. Запланирован уже, а слишком много классов я не хочу делать. Там так излетаться и туда, и сюда, и сюда. Так что давайте попробуем запланировать на потом. Пока еще не буду говорить, когда. Потому что, кстати, в Калифорнии вообще-то там круглый год хорошая температура. А в Канзас-Сити я не знаю, что там у них зимой. Ну, давайте подумаем. Спасибо за приглашение. Так вы ответьте на тему Канзаса и Калифорнии. В Калифорнии Юрий написал, что он приедет. Приедет, И хорошо. написал, что у него белила фирма М. Грахам энд Ко. Грахам энд Ко. Ага. Такую не знаю. Ну, короче, вы поняли, да? Выдавливаете все на картонку. А вот Оля Селиванчик пишет, что она по литру Оля, кладет привет. уже 15 лет в воду. Во, Время Оля. ждет. И ты молчала, не говорила. Оля была, когда на озере Гарда. Да, Олечка, спасибо тебе за фото. Оля подбирает точки в Риме для класса, который, я надеюсь, мы проведем. И у меня такая идея вообще вот какая. У нас класс в Швейцарии в апреле, и вдруг так получится, что я до класса заеду к тебе, мы по Риму походим и просто попишем вдвоем, или может еще кто-то присоединится, с тем, чтобы просто почувствовать место. Я не хочу просто так. Рим — это такое место, где вот надо просто, не знаю, там погулять год, а потом только писать. Ну, Микеланджело, я не знаю, ну это надо все посмотреть. И почувствовать себя, вот почувствовать дух. Не хочу так сразу. Прям, писать быстрее, быстрее. 3 дня и все. Ну вот такая идея. Если подходит, тогда мы договоримся. Да, Юлечка? Valperion Paintings пишет, автографы можно иногда менять? Мне мой надоел. Я Выглядит сменил. У не меня был очень. Кора, сейчас К. Хочу поменять. Но ведь коллекционеры, купившие у меня 5 лет назад, смутятся. И чего это он подпись как будто другого художника? Вы знаете, коллекционер покупает не подпись. Коллекционер узнает вашу живопись и без подписи. А вы поговорите. Или их десяток. Поговорите с 10, не так много. Скажите, как вы насчет подписи? Живопись останется та же. Я буду просто, хочу подпись. Я думаю, это решится прям тут же. Хорошо, для вас, скажите, я с задней стороны холста сделаю такую же подпись, как у вас. А здесь будет другая. Да, не проблема, мне кажется. Если в паспорте меняют люди имя, даже, ладно, не будем об этом говорить, о политическом. В общем, не будем. Меняйте. Чего там? Да, Юля. Ольга написала, что насчет Рима она согласна. Приезжай, Согласна. погуляем, познакомимся. До класса в Швейцарии приеду и да, мы попишем. Хорошо. То, что ты прислала картинки, это просто, там, куда не посмотришь, я понимаю, что это история, это, наверное, лучшее место в мире. Я не был еще в Риме. Мечта есть, да. Valperion еще спрашивает, есть ли у вас какие-то любимые из современных иностранных художников, живущих сейчас? Кого-то смотрите на Ютубе? Да нет, как-то на Ютубе современных, да? Збуквич хороший аквалерист. Кстати, он говорил, что я сам всего достиг. Уж не знаю, что там с каким-то, но ощущение перспективы вообще гениальное. Альварес Кастаньет, акварелист, хорош. Мне не хватает в нем цвета. Какие-то видео я смотрел, как это все по пятну классно работает. Что касается масляных, да, маслом кто пишет. Так, что прям я залип, да, и не вылезал, такого нет. Кстати, посоветуйте, если, стиль же мой знаете, если что-то. Есть парень, который 3 буквы О, Хук, в Англии живет. Такие у него смелые, интересные работы. Вот я его с удовольствием смотрел. Там лошади, портреты, современная живопись, какие-то
Ну, он бы сюда затер какой-то еще цвет, там у него такие, по пятну такие, эх. Значит, who, ну, 3 буквы О, Х, 3 буквы О и К, кей. Хук. Сейчас пока так не вспомню, но посмотрите, у меня же есть в Инстаграме Painting the Best с 2 подчеркиваниями. Там я вот кидаю то, что мне нравится, и там много. Плохое туда не кидаю. Еще кто-то в Англии красивый живопись. Ну, вот сейчас я не вспомню по имени. Ну да, Юлечка. Да, Валперин еще спрашивает, продаете ли картины на каких-то сайтах и маркетплейсах? Зарабатываете ли больше продажи картин или мастер-классами? Спасибо. Да и так, все нормально. Marketplace. Да нет, как-то у меня такого. А сейчас же это самое, Saatchi прикрылась для России. Я только туда выложил что-то, и потом бум. Я не стал туда, значит, кидать больше. Ну, просто нет даже возможности. А потом как-то один художник, какой-то американский, по-моему, сказал, что зачем мне галерея, я сам себе галерея. То есть интернет позволяет сейчас себя показывать на любых площадках. В Фейсбуке миллион групп. Подбирайте ту, которая вам близка по, ну, по настроению, по стилю, что там есть. Поэтому можно в группы раскидывать свои работы. Я этого не делаю. Мне как-то достаточно выставок. Причем, если делаете выставки, то мне, например, все больше интересны персональные выставки. Но если у вас мало работ, конечно, лучше с кем-то объединяться, да, групповые. Но чем меньше у вас метров, тем вы более незаметны. Так что, с одной стороны, сделать персональную — это вложение, это же деньги, ну, как бы стоит, да, денег. Но ты зато себя можешь показать объемно. Пусть это будет, я не знаю, там 60 метров, но ты на этих 60 метрах покажешь, я не знаю, 40 работ. Ну, не 10 же, не 20, а 40. Ну, вот так. Все-таки те, кто приходит на мои выставки, вот недавно, только что закончилось в Нижнем Новгороде, и приехали из других городов. Это было очень приятно. Спасибо вам большое. И один мужчина подошел, и он говорит: да, я сделал вывод еще и еще раз, что картины нужно, живопись смотреть живьем. Живьем, понимаете? Раз так, значит, ее живьем и надо показывать. Ну, не дает этот экран ничего, никакого понимания. Даже вы сейчас смотрите, вы не видите фактуры, не тот посыл, не та энергия. Ничего с этим не поделаешь. Но это как с человеком общаться. Вот, либо вот ты вот живьем, ты можешь просто посмотреть в глаза, помолчать, выпить вина, чаю, в конце концов. Но ты рядом. Пустота, молчание. Но оно наполнено присутствием человека, с которым ты общаешься. Так и здесь. Не жалейте время, чтобы поехать и посмотреть картины тех, кого вы любите. Я хорошо знаю работы Фешина. Более того, те, которые сейчас выставляются в Питере, я хорошо знаю. Но побыть еще раз в этом поле, вот просто рядом с картиной, помолчать, и в этом поле его любви к живописи побыть, это стоит того, что там, я не знаю, поехать ночью на поезде, вернуться и там в гостинице побыть, погулять по Питеру. Питер настолько хорош, настолько красив сейчас, новогодний. Даже ради этого можно поехать. 39 минут в эфире. Да. Валперион написал, что это Марк Легу. Офигенные мазки, похожие, как у вас, летящие в воздухе, импрессионистические Марк. мазки. Да, сейчас я посмотрю, как это называется. Марк Легю. Да. Легю как-то там звучит, да? Ну, что ж, у нас же сохраняется, да, этот самый, Да, как его? да, я сохранила. Я все равно напишу Марк. Легю или Легу.
Спасибо, посмотрю. Так, ну что ж, давайте дальше. Ну, пока нет вопросов. Пока Лучше нет вопросов. вроде. Давайте тогда 40 минут. завершим, потому что, ну, лучше не дослушать музыки и не допить стакан вина. Будет так интересней в следующий раз, значит, встретиться. Так что оставляю вас наедине с картиной. Пока, спасибо, что вы были со мной. И готовьте вопросы на следующий раз. Ну, пока.